Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что нельзя выбрасывать из вашего дома, чтобы не навлечь на себя беды и болезни. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, как защитить свой дом от беды. И, пожалуйста, не выбрасывайте просто так эти вещи. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии, изобилия и достатка. Пусть они также знают об этой информации. Вы знаете, наш дом является сакральным и священным местом, внутри которого все имеет значение. Конечно же, все ненужное каждому из нас приходится выбрасывать, иначе в нашем доме или квартире наступил бы хаос. Но, вы знаете, есть некоторые предметы, которые не стоит выносить на свалку, если вы не хотите навлечь на себя беду или лишиться семейного счастья. И такие вещи энергетически связаны с человеком и с его домом. Поэтому избавиться от них означает утратить благополучие, достаток и изобилие. Итак, что нельзя выбрасывать из дома? Начнем с хлеба. Вы знаете, старинные приметы запрещают выкидывать хлеб в мусорку, как делают многие современные люди. Для людей несколько десятков веков назад хлеб являлся достаточно важным, имел важное значение, и правильно и бережно относились как к хлебу, так и выпечке. И считалось, что если вы будете выкидывать хлеб, мучные изделия, то привлечете в свою жизнь проблемы и беды. А вот испорченный или засохший хлеб рекомендуется отдавать животным или птицам. Следующее, что нельзя выбрасывать из дома, это соль. Вспомните, как гостей раньше, которые приходили в дом, встречали хлебом и солью, которые в свою очередь являются символом благополучия и семейного счастья и достатка. И если человек выбрасывал из дома соль, высшие силы могут разгневаться и наслать несчастье. А вот рассыпанная соль способна привести к скандалу на ровном месте. Но ее нельзя выкидывать в мусорное ведро. Лучше такую соль смыть в унитаз. Далее, что нельзя выбрасывать, это кошельки и сумки. Вы знаете, в настоящее время сумки, кошельки – это вещи, которые меняются часто, чуть ли не несколько раз в сезон. И старые аксессуары отправляются в мусорку. А вот здесь это зря. Почему? Потому что народные приметы утверждают, что вместе с кошельком или сумкой вы можете выкинуть финансовую удачу и избавиться от благополучия. Еще хуже будет, если сумку или кошелек присвоит кто-нибудь чужой. В этом случае он сможет перенаправить денежный поток от бывшего хозяина вещи к себе. Поэтому в старину от сумок и кошельков просто так не избавлялись. Их было принято сжигать или закапывать в землю под молодым деревом, для того, чтобы дерево росло и вместе с ним росло благосостояние. Никогда не выкидывайте старые семейные фотоснимки. Фотографиями могут воспользоваться не очень порядочные люди и навести порчу на тех, кто на них изображен. Поэтому ненужные фотографии лучше просто сжечь. Далее, что нельзя выбрасывать из дома, это состриженные волосы и ногти. Состриженные волосы и ногти не рекомендуется выкидывать, поскольку они могут оказаться в руках недоброжелателей, которые проведут магический ритуал и, соответственно, заберут удачу и здоровье. Подобные отходы нужно утилизировать таким образом, чтобы их не смогли обнаружить и подобрать. Поэтому лучше всего завернуть волосы и ногти в бумажный лист и сжечь.
Далее, что нельзя, это детские вещи и обувь. Вы знаете, в старину на Руси было не принято избавляться от вещей, которые становились малы деткам. Их обычно отдавали нуждающимся. Считалось, что если одежду или обувь выкинуть, то ими могут воспользоваться для колдовства и порчи. Также наши предки ни за что не выбрасывали свадебные наряды, так как считали их символами любви молодоженов, которые будут способствовать, чтобы супруги всегда жили в мире и согласии. Если свадебные одежды выбросить, не исключено, что жизнь мужа и жены испортят ссоры, недопонимания и измены. В старину считалось также недопустимым выбрасывать полотенца, платки, гребешки, расчески, то есть предметы, которые несут энергетику человека, которые люди с нечистыми помыслами могли обернуть в пользу себе и во вред окружающим. Следующее, что нельзя выбрасывать, это веник. Вы знаете, веник сам по себе предмет мистический, который по старинным приметам находится в ведении домового и всегда связан с благополучием дома. Сжигать старые веники строжайше запрещалось. Веник в старину старались выкинуть максимально далеко от дома, чтобы не мучиться от бессонницы, не страдать от болезней и не навлечь на свой дом неприятности. Что же еще нельзя выбрасывать из дома? Категорически нельзя выбрасывать иконы, Библию и другие аксессуары, которые имеют религиозное значение. Особенно если эти вещи передавались вам по наследству от родственников. Помните, что каждая религия имеет свой мощный энергетический эгрегор. И все эти именные или родовые религиозные вещи несут в себе силу рода. И выбрасывая такие вещи просто в мусор, вы проявляете неуважение к высшим силам, и они вам обязательно за это отплатят. Религиозные атрибуты нужно хранить, но если они вам мешают по разным причинам, то подарите их другим людям или отдайте в ближайший церковный приход. Далее часы. Считается, что часы хранят время, которым всем напрасно разбрасываются. Поэтому часы вбирают все хорошее и все плохое и сохраняют в памяти все приятные воспоминания. Поэтому часы категорически выбрасывать запрещается, иначе можно подарить свое время другим людям и накликать несчастье на семью. Вот такой вот малый список, который мы не рекомендуем выбрасывать из вашего дома. И если что-то из указанного списка было выброшено вами, не стоит паниковать и расстраиваться, потому что есть достаточно много специальных ритуалов, обрядов, практик, которые позволят нейтрализовать действия плохих примет. Помимо этого, есть много всевозможных ритуалов, благодаря которым вы сможете действительно привлечь удачу в свою жизнь.